Всем привет, друзья! Сейчас приготовим с вами классическую белковую глазурь, или как еще называют айсинг. Мы очень любим использовать классический вариант глазури для покрытия пряников и работаем с ним уже не один год. Для начала подготавливаем яйца, их обязательно нужно вымыть мылом. Мы обычно замачиваем в емкости с мыльным раствором на минут 20, а затем тщательно споласкиваем проточной водой, после чего просушиваем и начинаем отделять белок от желтка, так чтобы ни капли желтка не попало в емкость для взбивания. Для этого лучше каждое яйцо разделять на какой-то маленькой емкости, а потом переливать белки в основную емкость, где уже будем взбивать их. Это нужно для того, чтобы в случае попадания желтка при разделении вы не испортили все белки, которые уже отделили ранее. Емкость для взбивания и венчик должны быть хорошо вымыты, без следов жира, иначе белки просто не взобьются. Взвешиваем белки на весах. Их должно быть 90 грамм. Сахарную пудру мы используем белорусского производителя. Мы покупаем ящиками по 10 килограмм. Также есть и другие фасовки по 1 килограмму. Самостоятельно делать пудру в кофемолке не рекомендуем, так как она будет недостаточно мелкого помола. Вносим 500 грамм пудры. Мы ее не просеиваем. И даже если там попадутся крупинки сахара, ничего страшного в этом нету. В процессе перемешивания они растворятся. Добавляем примерно пол чайной ложки лимонного сока. Также можно использовать лимонную кислоту, немного разбавленную водой. Будем взбивать вот таким венчиком. Мы сейчас делаем двойную партию глазури, так как нам нужно залить много пряников. Поэтому не удивляйтесь большему количеству ингредиентов, чем будет у вас. Если вы также делаете в планетарном миксере, то можно использовать и лопатку. Но в данной модели миксера нам нравится использовать именно венчик. Сразу включаем низкую скорость, чтобы масса объединилась. Данный процесс можно делать и обычным ручным миксером. Как только все продукты соединились, начинаем взбивать, но не на самой высокой скорости. Наш миксер мы включаем на 4-ю скорость и начинаем взбивать. Данный процесс занимает около 15 минут. По истечении примерно 5 минут взбивания мы останавливаем миксер и снимаем с краев ингредиенты, перекладывая их к центру. Это делаем, так как наш миксер плохо достает до стенок емкости. И продолжаем взбивать еще 10 минут. Данное время ориентировочное и будет зависеть от количества массы и скорости взбивания вашего миксера. Поэтому больше ориентируйтесь не на время, а на плотность и внешний вид массы. Вот такой консистенции с мягким клювиком должен получиться готовый айсинг. Если бы мы долго взбивали, то клювик был бы плотный, и в итоге высохшая глазурь получилась бы рыхлой. Поэтому не перевзбивайте массу, но и не довзбить тоже плохо, так как на поверхности пряника будут потом образовываться разводы. Смотрите на цвет глазури, она должна быть белоснежно-белой, гладкой и хорошо держащая рисунок. Вот такой консистенции айсинга можно делать объемные элементы, к примеру, носики зверят или помпоны шапочек. Поэтому, если вам нужно сделать какой-то объемный декор на прянике, на данном этапе отложите немного айсинга в кондитерский кулек или в какую-то емкость, но не забывайте закрывать чистым мокрым полотенцем, чтобы не начала образовываться корочка на поверхности. Для того, чтобы залить пряник, нужно еще поработать с текучестью айсинга. Сейчас будем делать консистенцию, нужную для обводки. Насадку мы поменяли на лопатку, но если вы делаете все ручным миксером, конечно, ничего менять вам не нужно, а также можно данный процесс делать вручную с помощью силиконовой лопатки. Для разведения айсинга нам нужна остывшая кипяченая вода. Добавляем постепенно. Сразу вносим ложку воды и начинаем перемешивать на медленной скорости миксера. Не вносите сразу много воды, иначе можно переборщить и испортить нужную нам густоту. Вот такой консистенции должна быть удобная для работы обводка. Теперь мы часть перекладываем в одноразовый кондитерский кулек, завязываем его, чтобы внутри глазурь не подсыхала и не вытекала, а остальное будем далее разводить для получения нужной консистенции заливки. Добавляем постепенно воду. Мы внесли 2 ложки и перемешиваем на низких оборотах миксера. Так перемешивать можно длительное время. Мы обычно берем часть глазури на обводку, и пока обводим пряники, глазурь для заливки перемешивается. Периодически подходим и проверяем консистенцию. У нас еще густоватая. Видите, как масса медленно стекает с венчиком. Поэтому вносим еще воду и ставим далее перемешиваться. Но главное не перелить воду, иначе айсинг получится жидким. Наша масса уже перемешалась, и теперь показываем, какой консистенции должен быть айсинг для заливки пряника. При стекании с лопатки рисунок должен достаточно быстро разравниваться.
Теперь накрываем влажным чистым полотенцем, чтобы не начал подсыхать, и приступаем к обводке пряников. Берем кулек, куда мы откладывали айсинг для обводки, делаем небольшую дырочку и начинаем обводить пряник по контуру. Мы обычно заливаем пряники на обратной плоской стороне. Так работать намного удобнее, и заливка точно никуда не стечет. Делаем обводку и будем приступать к следующему этапу. Но нужно сразу переложить айсинг для заливки в кондитерский мешок. Во время доведения глазури до нужной консистенции могут образовываться пузыри. На данном этапе можно стучать миску об стол, чтобы часть пузырей вышла к поверхности. И сейчас, если вы начнете перекладывать глазурь в мешок зачерпывающими движениями лопаткой или ложкой, то с большей вероятностью у вас будет много пузырей в итоге при заливке пряника. Поэтому мы всегда переливаем айсинг в мешок. Такой метод перекладывания глазури не захватывает столько воздуха, что позволяет предотвратить большое количество пузырей. Конец кулька обязательно завязываем в узел или резиночкой. Если у вас пряников много, быстрее будет сделать везде обводку, а потом залить все разом. Пряники у нас уже лежат на подносиках, где будут сушиться. Мы обычно начинаем заливать с края, не заходя за обводку, постепенно переходя к центру. Вот так должна растекаться глазурь по поверхности. Если у вас растекается плохо и в итоге поверхность получается неровной, значит недостаточно развели айсинг водой. И наоборот, если растекается очень быстро и в итоге стекает за пределы обводки, то с водой переборщили. Из рецепта на 500 грамм сахарной пудры получается залить до 2 таких подносиков, а это примерно 15-18 пряников. Сушим мы всегда в сушилках для овощей, у нас это фирма Ветерок. В них очень удобно сушить большое количество пряников. А также можно использовать духовку с приоткрытой дверкой на режиме конвекции при температуре не выше 50 градусов. Время сушки зависит от того, что дальше вы будете делать с пряником. К примеру, для нанесения надписей или объемного декора мы подсушиваем пряники около часа, далее декорируем и еще подсушиваем немного, после чего глазурь досыхает при комнатной температуре около 3-5 часов. А также можно сушить пряники и без сушилок и духовки, просто оставив их на столе при комнатной температуре, но время подсыхания сильно увеличится. Справа вы видите хорошо высохший пряник. Поверхность у него матовая и слегка блестит. При надавливании глазурь не проваливается, а слева только что залитый, еще с глянцевой поверхностью. Упаковывать пряники можно только с полностью высохшей глазурью внутри, а хранить можно даже до 12 месяцев при комнатной температуре в плотно закрытой упаковке. Мы постарались максимально подробно показать вам процесс приготовления айсинга для покрытия пряников. Не забудьте поставить нам лайк за наши старания и подписывайтесь на наш канал, чтобы не потерять нас, а совсем скоро покажем вам, как нанести вот такие рисунки на поверхность пряника. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах!